Привет, народ! Расскажу вот о нашем путешествии. Ну, скорее не о нашем путешествии, а вот таком вот домике, который мы взяли в путешествие поехать на 2 недели. Опыт первый, поэтому косяков в плане путешествия много, но учимся. Ну вот, а как по-другому, да? Поэтому сейчас сначала так в общих чертах расскажу, что снаружи. Хотя этих уже обзоров было миллион, но я плюс еще снял 360, но ссылку, естественно, ссылку оставлю внизу. И тут уже кое-что новое нашел, после того, как уже снял 360. Ну, вкратце, да, вот, вкратце, чего, как. Вот, ну, дверь пассажирская, понятно. Вот, нет, она сейчас заблокирована, все. Вот вход в салон, ну просто покажу. Вот эта вот ножка, она у нас вот здесь вот. Кнопочку нажимаешь, она заехала, электрическая. Кнопочку нажал, она выехала, вот кнопочка. Свет на улице, вот, свет на улице загорелся, а это свет в салоне, вот, все. Ну это потом я расскажу, это потом, да. Вот, это вентиляция от холодильника. Теплый, ну сюда холодный, сюда теплый воздух дует. Так, это у нас розетка. Когда стоите на электричестве, подключаетесь. И здесь стоит 2 баллона газовых. Ну, один подключен, второй этот резервный. Вот, гараж. Ну, просто чемоданы, столы, там всякие вещи. Есть там розетка, есть там свет, есть там подкладки под колеса, чтобы выровнять. Сзади вот для велосипедов. Но мы без велосипеда, мы первый раз. Наверху вон там камера заднего вида. Ну, я бы ее немножко чуть выше поднял, но смотрел по креплениям, выше уже не получается. Плюс здесь маркиза. Маркиза ручная. Здесь, кстати, в гараже ручка на стене крепится для маркизы. Так, с этой стороны вроде как все. Вот эти вот крепления, вот эти вот сделаны. Вот одно крепление, вот оно другое. Это двери сюда, вот, двери защелкиваются, чтобы против ветра не открылось. Так же самое они тут вот вверху сделаны, на этих есть, на этих дверях. Так, дальше. Караван двухместных плюс ребенок, типа, ну, ехать можете вчетвером. Вот, все. Ну, тут водитель. Понятно, да? Водитель садится. Ну, что тут непонятного? Здесь бак на солярку и AdBlue. Вот. Вот этот бак на воду. Вот, 100 литров воды. Это кассета на туалет. Ну, кассету бы показал. Но они стандартные все, ничего тут вот. Открыл, предохранитель снял, вытащил кассету. Там горловина. Горловину открыл, а с другой стороны кнопка, чтобы, ну, не было вакуума. Все вылил, сполоснул, все. Здесь это на котел, выхлоп. Дверь в гараж меньшего объема. Все. Вот это вот окно, это спальни. Вот это окно, это у обеденного стола. В принципе, тут снаружи больше ничего такого нету. Ну, все. Ну, классик, они все одинаковые, габаритами отличаются как-то внутри. Я тоже так вот прикидывал, они там внутри, но все то же самое одинаковое. Так, ну зайдем в салон. Попробую показать в салоне, что смогу. Так, салон. Это обеденная зона. Так, ну я ставлю, чтобы света было больше, что уже вечереет. Вот. Здесь могут сидеть еще 2 пассажира во время езды, но спать тут уже негде, потому что это на 2 плюс ребенок. Вот. Сиденья пассажирские, они поворачиваются. Вот. Ну, естественно, и то поворачивается. Вот здесь вот рычажок, который отщелкиваешь, и сиденье повернулось. Вот. Классика. Шторка, которую закрываете вы потом, ну, на ночь спать, шторкой закрыли вот это отделение. Все, вы это огородились.
полностью закрылись, вы спите. Ну, вот тут она на липучку соединяется, вот с этой стороны вторая часть. Наверху вот есть здесь кармашки. Ну, эти, тут вот ремешки, которыми они застегиваются, эти шторки. Вот, раз, и все, не мешает. Здесь наверху кармашек один, там вон кармашек второй. По автомобилю, что хочу сказать. Навигация здесь интересная в том плане, что есть поиск кемпов в районе 100 километров ищет, в радиусе 100 километров. Вы куда-то на место приехали. Да, я сейчас пробую, даже покажу. Сейчас она радио так включается, просто нужно немножко будет подождать. Вот оно включится, пока она нагреется, скажем так. А я пока расскажу еще, что. Что крутое в машине, круиз-контроль. Это просто бомба. Скорость держит, неважно, в горку, с горки. Ну, в горку понятно. С горки супер. Просто супер, как он ее держит. У меня на Тойоте, ну вот он ее держит, а потом какой-то градус, наверное, увеличивается или там, я не знаю как. И 4-5 километров уже выше получается. Ну, быстрее едешь, и все, отключается. Здесь не допускает... подождем. Здесь не допускает вообще уехать в это, как его, на километр, на 2. Вот кемпование. Нажимаем кемпы, да? И вот они тут, вот они повыскакивали. И нажимаешь кемпы, и он тебе показывает, куда ехать. Я проверял до 100 километров. Вот, проверял. Тут можно еще настроить там все или там вот кемп, а вот это в лесу, что ли, или нет, ну я не знаю, вот это вот СП и ЧП, не знаю. В общем, ладно, все, нам это не надо. Вот оно сейчас будет какое-то искать у воды, что ли, блин, наверное. Ну, оставим все как было. Выберем все. Ага, все. И вот он ищет тут их все. Ну, в общем, понятен смысл, да? И потом так давайте тогда еще нажмем какой-нибудь вот этот. И он нам сейчас покажет выбрать как цель. И вот он сейчас раз и сколько там до него. Спустить навигации. Сейчас. Вот 6 километров 15 минут. Все. Нам он не нужен. Вот, это вот такая штука здесь классная есть. Ой. Вот. Руль поднимается вверх-вниз. Все, больше ничего не наклоняется, ничего. Шестиступенчатая, дизель. Объем мотора не знаю, но тяговитый. На пятерке 50 километров едет без проблем. Так, дальше. Ну и это тоже сиденье, водительское сиденье тоже поворачивается, но не надо. Подлокотники есть. Регулируется вот этой вот штучкой угол наклона. Там ниже, выше, все. Так, ящички. Вот одни ящички, но этот ящички разрешили, вот этот вот ящичек разрешили мне взять для моих съемочных нужд. 2 отделения. Этот через предохранитель, вот такой сейчас покажу, вот предохранитель, он открывается, не это, чтобы не открывался, не защелкивался, не тарахтел. Ну, тарахтят они. Так, окно, противомоскитная сетка, вот, и просто жалюзи обыкновенная, все. Окно закрывается, открывается через предохранитель. Кнопочку нажимаешь, повернул рычажок, оно открылось. 2 положения, меньше, больше, чуть-чуть. Так. В дверях та же самая противомоскитная сетка. Все. Со стороны кухни, ну, классика, ничего нового. 3 комфорки. Потом кран с водой. Теплое, холодное, все. Так же самое с этой стороны. Окно. Все то же самое. Здесь 2 шкафчика. Вот этот вот SodaStream брали с дома. Очень хорошая штука. Всем рекомендую. Нисколько не пожалели, что взяли. Просто обалдеть. Так, ага, вот в этой зоне
на кухонном столе. Вот здесь вот выключатель. Вот две лампочки горят. Здесь также самое есть выключатель. Вот раз, загорелось. Вот здесь есть, вот здесь сейчас покажу. Вот здесь есть розетка и розетка 12 вольт. Здесь обыкновенная розетка, когда на электрике стоите, а здесь на прикуриватель на 12 вольт. Тут шкаф для всяких с ведром. Но ведром этим не пользуемся, это неудобно. Ведро там у нас стоит вечно на улице. Так, ну а тут принадлежности для кухни. Кнопки закрываются вот через предохранитель. Здесь столовые принадлежности. Все просто. Так же само закрывается предохранитель. Зеркало. На себя любимого посмотреть. Ванна. Ванна, ну душ, не ванна, душ с туалетом. Так, свет включается вот здесь. Шкафчик для туалетных принадлежностей. Вот, трюфеля. Ну, как без них. Туалет. Туалет поворачивается, ну, для исполнения желаний таким образом. Ну, а потом, когда купаетесь, поворачивается вот так. Все. Кнопка смыва, вон она там. Вот это вот зелененькая горит. Когда начнет гореть, красным вылазит, значит, кассета наполняется. Душ. Ванна на 2 слива. Вон один и второй. Чтобы под каким уклоном не стояли, чтобы сливалось. Наверху противомоскитная сетка. Вот она таким раз. И вентилячка открывается, закрывается через предохранитель вот таким образом. Все. Можно потом еще кое-что посушить. Вот повесить, вот посушить. Вот такой вот штучка есть. Так, дальше. Душ, как кабинка превращается в душ, да? Вот это вот. Сейчас мы туалет повернем. Вот предохранитель. Кнопка такая, раз. Все. Закрыли. Появилась вот душ появился, там внизу кран. Двери когда закрыли с этой стороны, вот здесь вот предохранитель еще один открываем. И вот эти двери вот так вот закрываем. Стоп, не закрыл туалет до конца. Вот, все, вот, все полностью изолированная комната получается вот, с пластика, все, чтобы все стекало вниз. Тут вот тоже вот на липучке все так сделано. Ну, как бы нормально. Я считаю нормально. Так, все, закрываем. Еще хотел показать. Сейчас я выйду, потому что мало места. Вот, чтобы если там кто-то думал, что ванна будет наполняться там или переполняться, или как-то это. Нет. Вот, смотрите, как сделана ванна. Вот. Ванна полностью высоко поднята. И так что тут можно плавать. Так, выключаем свет. Все. Тут вроде все. Так, вот у нас вот этот штурман Бонифаций. Он должен присутствовать. Так, здесь еще вот шкафчик длинный, такой вот высокий. Я не знаю, что сюда вешать может. Ну, там он еще этот есть, как он, ну, света нету, не видно. Вещи какие-то вешать. Вот, но мы без вещей. Так, здесь шкаф один. Но я их раскрывать не буду, потому что, ну, ничего там нету, просто две полочки. Здесь тоже две полочки. Вот это управление котлом. Котлом и бойлером. Ну, котел у нас выключен, бойлер включен на 60 градусов. Есть эко-режим. Есть этот 60 градусов. Потому что проточный, чтобы сразу нагревало. Вот. Вот, лежит балласт, Оксана Семеновна. Ну, как без него. Вот. Кондиционер. Кондиционер работает только когда подключены к сети. Все остальное, все то же самое. Там выключатель на два фонаря. Вот они, сейчас включу. Раз. Вот. Полочки. Всякие там ваши вещи, какие вам нужны, не нужны. Все. Через предохранители. Вот. Окна так же само. Вот. Предохранитель, кнопочку нажал, открыл. Вот. Ну, оно открывается потом.
так же самое. Жалюзи. Вот. Или москитная сетка. А, что-то, подожди, что-то такое. Что случилось? Что-то она перекошена. Она выскочила, что ли? Вот это новости. Она у меня выскочила с этого, с паза. Ага, о, все. Вот. Москитная сетка, жалюзи. Все, ну, так защелкивается. По-моему, они на два положения можно вот открывать. А, даже на 3, я думал 2. Вот. Раз, два, 3, да. Вот. Жалюзи, это сетка москитная. Нет, только вниз и все. Ну, иначе смысла бы не было. Так, вот наверху еще полочки. Вот эту зону можно отделить вот такой шторкой. Так как когда кровать можно растянуть вот таким образом, вот это вот, она вытягивается. Все, вот это вот опускается, и потом получается полностью сексодром. Тут потом лестница вставляется. И все. Ну, мы лестницей не пользуемся. Так как... О, подожди, я, наверное... Вот это вот оно упало, теперь не хочет заезжать. А, сейчас. Вот, все. Так, вот. Лестницей не пользуемся, потому что сексодром не получился. А что оно там зацепилось? Ага. Чтобы я не таскала. Нет, я вот это вот там за это упала. О, все. А теперь вот. Лестницу мы убрали в гараж. Там вон ступенечка внизу, на ступенечку клац и вперед. Так. Ну вот. Еще лючок расскажу. И в принципе тут уже... А, ну телевизор. Наверху сателлит, антенна. Тут предохранитель нажал, он выехал. Ну вот я покажу. Но мы не смотрим. Пробовали как-то пару раз. Оно не включилось. Сейчас могу попробовать, но никто его не смотрит. Он не нужен, не ловится. Там ничего не ловилось. Оно там и не надо. Вот, предохранитель нажали. Раз, и люк открылся. Вот, полное его положение открыто. Вот, а здесь есть еще транспортное положение, в котором можно ехать. Через предохранитель работает. Вы его сюда опустили, предохранитель закрыли. И это, ну, как бы больше положение, это меньше. Все. И с этой стороны то же самое. Вот. Раз, и все. Ну, то есть с двух сторон оно фиксируется. Ну, а здесь вот оно потом раз, когда закрываете, вот предохранитель, оно защелкнется. Все. Так же самое. Москитная сетка. А жалюзи с этой стороны все закрыли. Ну вот. Раз, и вот оно защелкнулось. Все. Вот так примерно это выглядит. Ну, на вентилячку открываем. А вот на вторую сейчас никто никуда не едет, поэтому может и так быть. Чтобы дождь. Ну, когда дождь льется, закапывает даже когда на маленькое положение. Так, последняя информационная панель. Вот это нажимаем. Показывает количество энергии. Ну вот сейчас 75%. Сегодня мы будем ночевать третью ночь. Вот. Энергии тратится мало. Ну, не знаю, тут... А, тут вот есть еще две... Вот в спальной, не в спальной, а в столовой зоне или, да, в гостиной, вот в этой вот две зарядки USB. Больше нету. В этой зоне нигде нету. Ну, автомобиль, понятно, когда это... Там заряжает все. Вторая кнопка показывает количество воды. Вот 75% у нас осталось. А это наполнение. Ну, то есть в обратном, да, получается 25, 50, 75 и столько-то будет полный бак. 100 литров. Эта система включена, а когда это горит, это вы подключены на электрику. Все, больше тут ничего нету. Вот этот датчик теплоты, по-моему, для котла, ну, точно врать не буду. Все, на дверях только противомоскитная сетка, жалюзи нету. Вот, ребята, в принципе и все. Больше тут ничего такого нема. Может, что-то забыл, вспомню, так потом как-нибудь еще что-нибудь добавлю. Ну, в принципе, вот такой вот аппарат. Опыт у нас первый.
весенний, да? Так что шишки набиваем. А высота машины 3 метра, ну там как бы 3,20 с запасом. Ну вот тут вот ее все габариты. Вот. Длина 7,30. Ширина 2,5. Высота 3. Ну, берем 3,20 там на всякий случай. Ширина 2,10 плюс 20 зеркала, поэтому 2,5. Ну, высота. Так что вот, ребята, как-то вкратце или в общих чертах вот такая вот кино. Ну, вон там вот Бонифаций дрыхнет. Так что смог. Кстати, вот этот вот стол обеденный, он снимается. Просто вверх его поднимаешь, он там выщелкивается, и тут как бы такая вот большая зона получается. Ножка вот здесь вот ломается пополам, и он, вот вверх его поднимаешь, он поднимается. И там. Под ним есть розетка еще одна, вот. Все. Ну вот, все. Ну, ничего такого как бы сверхъестественного. Вот Бонифаций там дрыхнет. Сейчас я вам приближу его. О, на полочке там нашел себе место. Там у него под столом место лежит. Ну, как бы так мы уже это немножко освоились. Так что вот так, вкратце. Так что всем спасибо за ваше время. Всего доброго и до скорых встреч.